Под щемящую мелодию журавлей в небо поднимаются сотни белых шаров. Пронзительные аккорды завершают минуту молчания у колонн с именами погибших во Второй мировой войне, что расположены в нью-йоркском Беттери-парке. Прямо напротив статуи Свободы, где участников акции «Бессмертный полк» встречали ветераны. Так, друзья мои, я вас всех попрошу быть волонтерами. Пройти колонной вместе с остальными 98-летний Билл Монро не смог. Бывшему сержанту, что в июне 44-го высадился в Нормандии, а потом даже переводил с английского самому де Голлю, в наши дни трудно передвигаться без посторонней помощи. В память о тех днях, когда союзники вместе громили фашистов, американский ветеран захватил фотографию своего боевого товарища. Я надеюсь увидеть мир во всем мире до того, как умру. Могут ли наши страны, Россия и США, действовать сообща, так же, как тогда, в годы Второй мировой? Да, мы должны. Я это приветствую. Примерно так же рассудили и нью-йоркские власти, которые, в отличие от вашингтонских политиков, в охоте на ведьм решили не участвовать. Местная власть себя ведет иначе, чем политические верхушки. Часто, иногда, просто идя вразрез с мнением президента и остальных. Готовясь к этой акции, мы много беседовали и с полицейскими, и с местными властями, и с сенаторами штата. И со всех сторон встречали только поддержку и понимание. В Нью-Йорке акция проходит уже в 4-й раз, но это построение бессмертного полка самое многолюдное. Почти 2000 человек растянулись вдоль пирсов на Гудзоне. В небе их сопровождает самолет с георгиевской лентой. Нынешняя акция стала самой масштабной по охвату территории США. Бессмертный полк марширует сразу в 20 американских городах. Не только крупных, но и совсем небольших. От Алабамы до Калифорнии. В американской столице шествие двинулось по Пенсильвания-авеню мимо Белого дома. Оттуда участники акции памяти отправились к мемориалу Второй мировой войны. Среди возлагавших цветы посол России в США Анатолий Антонов. Тим Раш в Вашингтон приехал из соседнего штата Вирджиния. Привез портрет своего дяди Алана Пайфера, который был в числе разведчиков, что 5 мая 45-го в Австрии вступили в бой с эсэсовцами, охранявшими лагерь смерти Маутхаузен. Я пришел, потому что нам необходимо обозначить эти точки сотрудничества между Россией и США, особенно сейчас, когда в Америке так отвратительно очерняют Россию. Я считаю, что настало время для позитивного восприятия. Поддерживают эту точку зрения и в Бостоне. Накануне там также звучали песни военных лет. И на другом конце Америки, в Денвере, штат Колорадо, бессмертный полк промаршировал и там. Сегодня к акции присоединятся Сан-Франциско и Сиэтл, Чикаго и Орландо, Хьюстон и Детройт. Валентин Богданов, Александр Христенко, Иван Уткин и Николай Коскин. Вести, США. Сотни человек, между тем, устроили такое же шествие в Австралии, в Японии, Италии, Турции, Мексике, Бразилии. Впервые акция прошла в Чили. Бессмертный полк шагает и по Аргентине. Жители Буэнос-Айреса пронесли на улицах фотографии ветеранов, воздушные шары и цветы.